Здравствуйте, дорогие друзья! Вы смотрите программу «Окна» на YouTube-канале Российского информационно-аналитического агентства «Вестник Кавказа». С вами я, ее ведущий Фархат Ибрагимов. В нашей программе вместе с нашими экспертами и гостями мы обсуждаем, дискутируем и говорим о наиболее важных и заметных событиях, прошедших как у нас в стране, так и за ее пределами. Накануне из Ирана поступила трагическая новость. В результате крушения вертолета погиб президент Ирана Ибрагим Раиси и находящийся вместе с ним министр иностранных дел Ирана Хосейн Амир Абдаллахиян, губернатор провинции Восточный Азербайджан, имам Тебриза, а также группа лиц, 5 человек, которые находились в составе президентской делегации. Ибрагим Раиси за несколько часов до крушения вертолета посетил Азербайджан, находился на государственной границе Ирана и Азербайджана, провел встречу с азербайджанским лидером Ильхамом Алиевым, запущен процесс по нормализации взаимоотношений, все прекрасно, все замечательно, и вот через несколько часов с большим сожалением мы услышали эту новость. И, конечно же, от имени своего, от имени программы «Окна», от имени информационно-аналитического агентства «Вестник Кавказа» мы приносим свои глубочайшие соболезнования иранскому народу. Это, конечно, действительно трагедия, которая унесла жизни 9 человек. И вот сегодня как раз-таки мы об этом поговорим. Мы неоднократно с вами в рамках программы «Окна» и вообще на Вестнике Кавказа неоднократно говорили про Ибрагима Раиси, о том, что это человек, который стал президентом 2021 года, яркая политическая карьера. Он провел огромные успехи во внешней политике. Действительно, при нем был запущен процесс нормализации взаимоотношений с своими соседними странами, там, с арабскими монархиями залива. Перезагрузились отношения с постсоветскими государствами, с Азербайджаном, с Туркменией, с Таджикистаном. Укрепились отношения с Турцией, с Россией. Ибрагим Раиси пытался даже установить ядерную сделку с Америкой и неоднократно говорил о пользе этого договора для Ирана и вообще для всего мира. То есть, конечно же, серьезные утраты, серьезная потеря. В стране объявлен 5-дневный траур решением верховного лидера страны Аятоллы Али Хаминеи. Для наших зрителей хочу особо подчеркнуть, что да, президент Ирана Ибрагим Раиси – это, конечно, ответственное лицо, но не первое в государственной иерархии системы Ирана. Первое лицо – это верховный лидер страны Аятолла Али Хаминеи. И, как говорится, последнее, конечно, решение слова за ним, но Раиси за то время, что был президентом, он обрел очень серьезную репутацию человека, к мнению которого прислушивался верховный лидер, опирался на его мнение по принятии внешнеполитических и внутриполитических решений. То есть, конечно, очень серьезная потеря для иранского политического эстаблишмента. И вот на место Раиси сейчас временно исполняющий обязанности президента будет как раз-таки его первый вице-президент Мохаммад Мухбер, тоже довольно эффективный в Иране, значит, общественно-политический деятель, экономист, имеет, значит, докторские степени. То есть это, конечно же, так или иначе, сейчас Иран проходит такой некий определенный стресс-тест. Эмоциональная составляющая тоже довольно непростая. Буквально вот когда мы готовили с вами нашу сегодняшнюю программу, появились как раз сообщения. Посол Ирана в Беларуси, в Минске, заявил, что причиной крушения вертолета стали погодные условия. То есть не будем здесь искать никакой конспирологии, есть только сухие голые факты, факт трагедии, данность, которую, увы, но мы должны эту данность принять. Итак, что изменится во внутреннем и внешнеполитическом устройстве Ирана? Как будет Иран выстраивать взаимоотношения со своими соседними государствами? И снимутся ли с Ирана санкции? И вообще, что ждет Иран в самое ближайшее время? Обсудим с гостем нашей сегодняшней программы. С нами на прямой связи начальник управления по развитию отношений со странами среднего и ближнего зарубежья Иван Захаров. Иван, я вас приветствую. Спасибо, что нашли время с нами сегодня поговорить. Да, добрый день еще раз. Хотел бы выразить соболезнования прежде всего всему иранскому народу. Что касается перспектив, вы знаете, на самом деле Ибрахим Раиси задал очень высокую планку, находясь на посту президента Исламской Республики Иран. Давайте даже на несколько цифр взглянем, которые связаны с достижениями его и его команды. Как мы знаем, в Иране президент является э, председателем Совета Министров, и, соответственно, его команда – это все министерства. Так вот, как минимум к 3 международным организациям при Ибрахиме Раиси Иран смог присоединиться, интегрироваться, стал полноправным членом ШОС, стал членом БРИКС, стал важной частью ЕАЭС,
создана совместная зона беспошлинной торговли. Кроме того, колоссальный успех достигнут в переговорах с соседями, с арабскими, с африканскими странами, Саудовской Аравией, с Кувейтом, Египтом, Ливией, Суданом и с другими странами возобновлены или повышены дипотношения. Это, безусловно, важнейшая региональная победа и то обстоятельство, которое выводит Иран в региональные лидеры уже не на бумаге, а на практике. Потому что мы видим, что Тегеран продемонстрировал при Ибрагиме Раиси способность к переговорам, к дипломатическим контактам, даже, казалось бы, своими недоброжелателями в регионе. Это большой прогресс, и это признают во всем мире. Далее, если мы говорим про цифры, Иран максимально увеличил добычу нефти, превысив даже до санкционный уровень, и теперь она достигает 3,4 миллионов баррелей в сутки. Иран повысил свои позиции во взаимоотношениях с Западом, потому что удалось отсудить, например, у англичан долг в 400 миллионов фунтов за сорванный еще в 1979 году контракт на поставку танков Чифтен. Вот. Кроме того, теперь мы говорим про не какие-либо показатели, а про имидж. Именно при Раиси Иран впервые провел масштабную операцию против Израиля, то, что еще многим казалось совсем недавно утопией, он это совершил. Как мы знаем, был произведен ракетный обстрел со своей территории впервые в мировой истории вообще. Да, и это дало повод говорить о том, что Иран следует своим идеологическим установкам и не оставляет без внимания недружественные действия своих оппонентов, со стороны своих врагов. Вот. Ну и если мы говорим про российско-иранские отношения, а, конечно же, с именем Раиси связан прогресс в них, то стоит отметить, что и в политическом, и в военно-политическом отношении, в торговом, совершен рывок, вырос товарооборот между странами до 4 миллиардов долларов, а, туристические потоки становятся все интенсивнее, ну и стал действовать безвизовый режим. Да, все это с оговорками. Да, необходимо здесь проделать еще большую работу для того, чтобы Иран и Россия, например, стали первостепенными торгово-экономическими партнерами, чтобы уровень туристического потока повысился, но заложена та база, которой долгое время не хватало. Поэтому последователю Ибрагима Раиси, кем бы он ни был, в ближайшие 50 дней, максимум 50 дней, этим последователем станет господин Мохбер, Мухаммад Мохбер, который на данный момент занимает пост первого вице-президента, и согласно статье 131 Конституции Ирана, именно он должен принять бразды правления президентские в свои руки, и когда истекут 50 дней, то определенный совет, в который входит первый вице-президент, спикер парламента, глава судебной власти, примут решение о проведении выборов. Это решение будет согласовано верховным лидером страны, и далее в Иране, получается, пройдут внеочередные президентские выборы. Так что на тот момент уже мы будем знать имя без приставки ИО президента Исламской Республики Иран. Наверное, будет интересно нашим зрителям и слушателям узнать вкратце, кто такой вообще Мухаммад Мохбер, Да, потому конечно. что персона, которая находилась все-таки в тени гораздо более видных политических деятелей иранских на протяжении многих лет, хотя это уже опытный политик, 69-летний. Без малого 3 года, получается, он находится на посту первого вице-президента именно с того момента, как произошла инаугурация Ибрагима Раиси. Что о нем известно? Обладает 2 докторскими степенями в области экономического развития и международного права. Долгие годы он работал в телекоммуникационных компаниях, руководил этим, безусловно, прогрессивным для Ирана рынком.
начинал свою карьеру в родном Хузестане на западе страны. А, И там же началась, кстати говоря, и его госслужба, когда он стал заместителем губернатора провинции. И я бы соотнес его карьерный взлет с тем, что у Мухаммада Мухбера довольно-таки важная, значимая в биографии есть строка о том, что он служил офицером КСИР в ходе Ирано-Иракской войны в санитарных войсках. И в Иране, ну, как показывает современная политическая культура этой страны, людей с подобными заслугами уважают и по делу, и, соответственно, это продиктовано было определенными результатами. Да. Вот. После того, как Мохбер в зрелом возрасте переехал в Тегеран, он был назначен заместителем председателя советов директоров крупнейшей иранской телекоммуникационной компании «Иранцел». Те, кто бывал в Иране, согласятся со мной, что как только включаешь телефон при прибытии в аэропорт, сразу же именно эта компания предлагает услуги роуминга. То есть мы понимаем масштаб этой Да. компании, которая во всех провинциях Ирана представлена, напомню, что население страны свыше 90 миллионов. И вот таким крупным рынком в свое время руководил Мухаммад Мохбер. Но я бы сказал, что решающий взлет в его карьере как политика произошел в конце 20 века, когда лично верховный лидер назначил его главой исполнительного штаба директивы имама, или попросту СЭТАДа, как называют иранцы. Этот орган является полугосударственной организацией под прямым контролем верховного лидера, который на самом деле занимается много чем, но профильная деятельность – это контроль за государственной недвижимостью. И когда эта организация была образована в результате победы Исламской революции, возможно, это был крупнейший фонд государственных земель, который впоследствии расширялся, и, соответственно, тот фронт обязанностей, который лежал лично на господине Мохбере после того, как он стал председательствовать в данной организации, конечно, поражает воображение, это колоссальные масштабы деятельности и понимание, главное, внутренних механизмов того, как это устроено, как с этим быть и как рационально и эффективно с этим обращаться. И, как показала дальнейшая история, господин Мохбер преуспел в этой должности, поскольку именно ему поручили ряд важнейших других государственных проектов впоследствии. Во времена ковид, которые, кажется, уже были довольно давно, но на самом деле в исторической перспективе совсем недавно, именно под его руководством фонд «Баракят» занимался созданием вакцины против COVID-19, той вакцины, которую Иран производил самостоятельно. Между прочим, я должен здесь сделать сноску на полях, что предполагалось, что эта вакцина будет создана без малейшего участия внешних партнеров и будет являться продуктом сугубо иранского производства, что впоследствии было воплощено. Вот. Ну и, наконец, возвращаемся к нынешней должности, которую вот прям сию минуту занимает Мухаммад Мохбер, первый вице-президент. Он получил эту должность, завоевал даже, я бы сказал, в конкурентной борьбе с рядом более известных широкому кругу иранских политиков, таких как, например, Саид Джалили. Вот. И находился в этой должности вот с первого дня буквально президентства, как я сказал ранее, Ибрагима Раиси, пользуясь доверием как, возможно, самому близкому своему политическому соратнику со стороны президента Исламской Республики Иран, уже, к сожалению, бывшего. Вот. Еще один важный момент. Мы только что поговорили о том, что пользовался доверием президента, то есть второго лица в Исламской Республике Иран, но и доверием первого лица, то есть верховного лидера Айталы Хаминеи, Мухаммад Мухбер также пользуется, поскольку пару лет назад он стал членом Совета целесообразности Ирана, совещательного органа при верховном лидере. В обязанности Совета, напомню, входит разрешение конфликтных ситуаций между Советом Стражи Конституции и парламентом, решением других ключевых для иранского государства вопросов. Поэтому, как мы видим, эта фигура Мухаммада Мохбера является на данный момент
компромиссный между и верховной властью, и законодательной, исполнительной. Ну и поскольку в сообществе с судебной властью Мухаммад Мохбер войдет в совет, который будет заниматься организацией предстоящих выборов, то можно предположить, что и с судебной властью конфликта мы не заметим, будет строиться диалог. Так что и с конституционной точки зрения, и с политической Мухаммад Мохбер, скорее всего, в ближайшее время, точно сейчас сложно сказать, в какой из дней, получит санкцию на то, чтобы стать исполняющим обязанности президента. Но вот по внутренней политике мы с вами поняли. А вот по внешней политике, что интересно, Иван, как будут выстраивать взаимоотношения новый, ну так скажем так, временно исполняющий обязанности президента, возможно и будущий президент Ирана, господин Мохбер, с соседними государствами, главным образом с Россией, там, со странами Южного Кавказа, и момент, сможет ли он добиться отмены санкций от американцев? Я думаю, что господин Мохбер за те 50 дней максимум, которые будут в его распоряжении, постарается сохранить завоеванные его предшественником позиции. И если мы говорим про Южный Кавказ, то это, безусловно, деятельность, связанная с налаживанием и выстраиванием заново дипотношений с Азербайджанской республикой. Как мы знаем, господин Раиси до последнего, в прямом смысле этого слова, момента в своей жизни курировал этот вопрос. На протяжении 1,5 лет велась масштабная дипломатическая, политическая, судебная работа над тем, чтобы выявить виновных, наказать их за тот теракт, который случился в азербайджанском посольстве в Тегеране. И ему удалось это сделать. И как мы видели еще вчера днем, произошла встреча с Ильхамом Алиевым, президентом Азербайджана, на открытии плотины, которая, безусловно, знаменует прорыв в ирано-азербайджанских отношениях. Поэтому Мохберу важно будет вот сохранить вот эти достигнутые соглашения и укрепить их. Я думаю, что цель будет именно такой, задача именно так будет формулироваться на этом направлении. С точки зрения того момента, который связан с взаимоотношениями с Россией, то, опять же, мы видим, что страны находятся на пути к подписанию всеобъемлющего договора о сотрудничестве. Ибрагим Раиси внес значительный вклад в то, чтобы этот документ именно такой статус приобрел, я имею в виду всеобъемлющий. Мгм. Про экономику, торговлю, политику, культуру там очень много сказано, если мы посмотрим его даже черновую версию. Вот, соответственно, я думаю, что господин Мохбер здесь доверится тем профессионалам, которые с иранской стороны уже долгое время работают над этим документом, и, соответственно, будет лично, я думаю, даже контролировать этот вопрос, поскольку, да, Иран и Россия находятся в стадии оформления стратегического партнерства. Что Мгм. касается, теперь уже мы будем говорить о других наболевших региональных вопросах, то, конечно, господин Мохбер – это продолжатель курса, здесь нужно это учитывать. Поэтому и в вопросе газа, и в вопросе взаимоотношений с Израилем, которые теперь уже перешли в горячую фазу конфронтации, я думаю, что перемен ждать не стоит. И та риторика и те действия, которые предшествовали прежнему правительству, они будут сопровождать и господина Мухбера в его деятельности. А вот дальше уже посмотрим, какой будет внешнеполитическая линия. Пока я думаю, что в Иране об этом не думают, далеко вперед не загадывают, потому что, как выразился видный иранский эксперт Фуад Изади, то, что Мгм. произошло вчера, это большая трагедия как для сторонников Раиси, так и для его противников, потому что даже заядлые его оппоненты внутри иранского общества не хотели бы, конечно, участи такой для своей страны, чтобы президент прекращал свою деятельность именно в результате подобной трагедии. То есть сейчас Ничего себе. иранское общество объединено с точки зрения вообще всех вопросов, касающихся ближайшего будущего. А дальше уже посмотрим. Конечно, сегодня мы обсуждали довольно грустный повод, гибель президента Ирана Ибрагима Раиси. Это тема, которая требует не
конечно же, обсуждение для одной программы. Мы еще будем возвращаться к этой теме и детально будем следить за тем, что происходит в Иране. Большое спасибо, Иван, за то, что подключились к нам сегодня. С нами на прямой связи был начальник управления по работе со странами Ближнего и Среднего Востока агентства «Спутник Мир Россия сегодня» Иван Захаров. Подписывайтесь, телеграм-канал «Вестник Кавказа», «Вестник Кавказа» на YouTube. Всего вам доброго.